С прогулки в лесу овчарка принесла в дом крошечного потерянного щенка. Хозяин, Ник Вёйк, с радостью принял малыша, но уже через месяц начал замечать странности в его поведении. Щенок, которого Ник назвал Браун, не проявлял типичных собачьих привычек. Вместо того, чтобы играть с игрушками, он предпочитал лазить по мебели и прятаться в укромных уголках. Ник жил на окраине леса и часто выводил свою овчарку Терри на прогулки. Иногда Терри бегала одна, и именно с одной из таких прогулок она вернулась с Брауном. Ник заботился о щенке, кормил его молочной смесью из пипетки, но спустя 2 месяца стал замечать, что Браун растет слишком быстро и становится все более независимым. Он постоянно пытался забраться на шкаф и другие высокие поверхности, что было совершенно не характерно для собачьего поведения. Однажды, когда Ник пришел домой, он увидел Брауна, сидящего на верхней полке книжного шкафа, и его подозрения достигли пика. Он начал исследовать интернет в поисках информации о диких животных и вскоре наткнулся на фотографии соболей. Сердце Ника забилось быстрее, его щенок мог оказаться не тем, кем он казался. Ник решил обратиться к ветеринарам для окончательной проверки. Когда специалисты подтвердили, что Браун на самом деле является диким соболем, Ник был в замешательстве. Он понимал, что такое животное не должно жить в неволе. Но Браун с детства жил рядом с человеком и был совершенно ручным. После долгих раздумий Ник решил оставить соболя у себя. Он обустроил для Брауна специальное место в доме и стал изучать, как ухаживать за дикими животными. Браун быстро адаптировался к новой жизни и вскоре стал неотъемлемой частью семьи. Ник даже завел для него несколько игрушек, которые тот с удовольствием использовал, хотя иногда все же напоминал о своих диких корнях, устраивая забавные проделки по всему дому. Так, из неожиданной встречи с диким животным, у Ника Вика возникла новая, удивительная дружба, которая изменила его жизнь и научила его многому о природе и взаимопонимании между человеком и животным. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.